Всем здорово, народ, сегодня невероятно кайфовая игра за Кентавра, просто максимальный зачил, всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Сейчас тебе буду показывать, как топтать врагов. Видишь этих двух пацанчиков, они уже трупы. Согласись, приятное начало для котеечки. Я, короче, инста здесь дабл просто вжимаю. ФБ для моего Керича. Второй килл забирает Джакира. Давай вспомню, у меня, по-моему, на миде стоял Котл, и я стоял на лайне со снайпером. Неприятно, конечно, с одной стороны, но допустим. Ну и все, и ТБ с Джекеросом снизу. Короче, по пику, когда я видел, что против меня всякие вот эти андерлорды, рубики, леоны, я понял, что я их просто затопчу, я их просто снесу. Как там в Игре Престолов было? Главный конь там какой-то, вспоминай. Хал? Ну нет, не Кхал. Они там все время молились-то главному коню, что у них там сын, конь, там все кони. В общем, короче, я здесь буду всех жеребец, топтать. типа? Да, жеребец стоит главный, всех затопчет. Короче, я вжал дабл, я прям почувствовал здесь силу в своем пике. Единственное, что меня вот насторожило, это медовый котл. Но, типа, я не знаю, когда вот такое хорошее начало в виде двойного килла, там можно было дабл нажать. Ну все, тут, короче, не жадничаем, не успеваю по-другому, поэтому тэпку вжал и полетел. Как ты вообще к Кентавру относишься? Ну-ка расскажи ко мне. Играл за него на троечке? Сам не часто играю, но герой интересный, по-моему. На нем приятно, что у тебя, короче, литерали просто две кнопки, ну, не считая ульты. И ты можешь собираться вообще как хочешь. Ты можешь собирать Блейдмейл, ты можешь собирать Блинк, можешь собирать Пайпу, можешь там Воту собирать. Все, что надо, короче, тебе все это собираешь. Это супер хорошо. Инлайне, когда стоишь, если, допустим, через пассивочку билдится, потом можно просто в лес уйти и все. Можешь даже, не знаю, автоатакой крипов ловить, бить их. Подфидонил мой пацанчик, легенда на снайпере. Решил мне немножечко закинуть. Короче, из стартового бая, да, я взял себе просто 2 цирклетки, 2 перчатки. Сейчас надо, ну, я не знаю, можно, конечно, 2 бруска собирать. У меня аспект, во-первых, тот, который нам дает скорость передвижения за силу. В этом прикол. Вот можно собирать 2 бруска. Но, опять же, сейчас супер гига мета, я не знаю, домиков. То есть на хардлейнера все доминаты собирают. На Кентавра доминатор, на Акса доминатор. Мне кажется, на любую тройку можно, в принципе, собрать себе доминатор. И опять же, это нам позволяет еще лучше фармить. То есть, если у меня появится большой крип, я могу на пачку выводить крипа, сам, допустим, отходить и фармить кемпы. Либо вот эти, если я понимаю, что безопасные, типа есть вижен, либо какие-нибудь дальние. Вот этот кемп. Ну ладно, ты не видишь, но я так покажу, короче. Кемпы, которые под Т2 слева на, ну вот на моем лайне, да? Вот я. Вторая смерть деда старого. Но я не знаю. Ну, не определились. Не определились, кого бить надо, да? Да не то, что не определились. Там, мне кажется, им нужно было просто, в принципе, так далеко не заходить. Мы, очевидно, никого там не убивали, даже если мы били один таргет. Anyway. Я просто, типа, играю дальше на свой кач. Я понимаю, что мне, типа, нет смысла особо там за снайпером бегать, пытаться его спасать и так далее. Поэтому, типа... Я ему попросил еще, да, заблочить тот спот, чтобы он просто купил центрик. И поскольку он туда своими старыми лапками и ножками не может дойти, я ему говорю, переложи мне центрик в инвентарь, и я все сделаю. Вот скажи мне, Богдан, ты бы взял на себя такую ответственность? Передать центрик? Конечно, с удовольствием. Нет, если бы ты играл за тройку, ты бы вот сказал своему напарнику, типа, дай мне, я все сделаю. Конечно, только так и делаю. Выигрываю игры. Плохая шрапнель от снайпера, она была наперед кидать, как обычно. Тогда бы гораздо больнее было сейчас этому Виверу. Можно даже мы было, ну, навряд ли убили, ладно, но осталось бы у него, я не знаю, мне кажется, 1/5 хп максимум. А так он уже через тангус захилился. Вот что бывает, когда у тебя просто сапик не ставит центрик. Как по мне, гораздо важнее заблочить им кэмп, чем разблочить свой. Ну, если ты снайпер, который не может телом пойти блокать. Тут я попытался, короче, немножко через пассивку а-ля крипов пофармить, то там, естественно, заспавнилась крыса или кто там, которая выключает эти ебучие пассивки. Он меня здесь не предупредил, что нажмет на меня фласку. Да и я не знаю, на что он рассчитывал. Мне, очевидно, ее собьют. Короче, веселый у меня дед. Я вообще обожаю, когда вот пуджи саппорты, деды саппорты. Прям сразу приятно так играть. Да, вот чувствуется сила Лучше в вашем рот пике. нажал, героя убил. Все так. Но я, короче, понял, что не хочу здесь играть через второй спелл. Хороший стан. Стан вообще великолепный был. Но я, видишь, типа, меня просто пиздят. Дед на это смотрит. Ладно, хоть лотос не пульнул, но в этом смысла нет. В общем, я к тому, что игра легкой, ну, должна была быть, да, если бы у меня был любой нормальный саппорт. Вот представь, допустим, если бы я стоял не со снайпером, а с тем же Джакира. Вот представь, чтобы было просто с вражеским лайном.
Они бы просто ничего не смогли сделать. Пока в таверне просто просмотрел, что у нас там происходит на других. Короче, сейчас появится у меня шлем, который из-под доминатора, и уже будет нормально, адекватно. Ну вот. Короче, я решил билдиться через пассивку именно, чтобы в любом случае можно было всегда уйти в лес и прям нормально так пофармить крипчиков, просто через состояние. Да, сейчас было неприятно и больно глазам, но ничего, бывает, все. Шлем ко мне полетел. Вот, ну и если бы я стоял, допустим, не со снайпером, а, опять же, с адекватным саппортом, с боевым, скажем так, то я бы тогда, да, покачался бы, наверное, через второй спал. Ну и anyway, больше я здесь умирать особо не планирую. Когда шлем прилетит, это просто сразу в разы будет проще всем заниматься. Не даем Рубену возможности нам как-то плохо сделать. Кстати, вот у меня медовый котл, да, я говорил, ты так можешь посмотреть, там медовый андерлорд у них в команде. А это вообще будет для меня максимальная булочка. Ну, чуть попозже, когда я расфармлюсь, раскачаюсь и так далее. Да, Всё, вот, по-моему, такой мертвячок. Ну, в принципе, как тройка, наверное. Ну, он неплохо играется, когда у вашей команды урона хватает, и нужно, знаешь, там именно через такой контроль постелить вот эту поляну, чтобы всем руты раздавать и так далее. Потом аганимчик можно собрать. Вот. Но у них, я не знаю, у них из депоса это что? Палец Леона, ну, Рубен как саппорт такое себе дамажит после лайна. Лего только с дуэли. У них вообще пик, на самом деле, какое-то говно. Поэтому тут изи дабл, на самом-то деле. Но, тем не менее, смотрим. Короче, по лайну, ну, не все прям хорошо. С другой стороны, я фармлю. У меня все прекрасно лично. Может, он нетворс открыть у меня... Ну да, понятное дело, не топ нетворс, но для кентаврика со снайпером на лайне, я думаю, все очень даже not bad. Ну, видишь, шлем прилетел, и они уже прям хреново меня пробивают. По-моему, Вивер загулял, должен умирать. Дед вообще не церемонился, просто из винтовки в него все выдал, все, что было. Все патроны потратил. Все до одного. И при этом выжил герой. Герой усатых войск. Ну, бородатых же тогда. Те там все вместе, ну да. Вотус не отдали Рубиславу. Ну все. Считаю, вот на этом их игра закончилась. Вивер нафидел. Меня уже не убить, по крайней мере, безнаказанно. Просто ни за что. Не знаю, снайперу можно отойти, порегенить там ресурсы и все. Я здесь дальше могу стоять один. Мне уже буквально чуть-чуть осталось дофармить доминатор, да, и я могу просто, да, пачку крипов скипать крипом. Вот в этом, кстати, прикольно, то, что снайпер может с километра насовывать по жучку. Единственная польза от него. Пока что. Побежал на базу, наверное, я сейчас. Пачку крипов нужно добить и побежать на базу. Либо принеси себе бутылочку на попить. Какие они душные, вот как они хотят просто моей кентаврской крови лошадиной. Пил когда-нибудь кумыс, нет? Это вот молоко. Нет. Ел только конину. И как тебе? Ну, кстати, нормально. Но это была такая, не сыровяленая такая какая-то. Прикольная. Не сыровяленая какая она. И свежая же там. Не вцепился в труп своими зубами навряд ли, да? Кстати, кожу, наверное, там не прокусить. Я в это не верю. Еще один килл для снайпера. Легендарная игра. По-моему, снова ошибается Вивер. Да боже, как же он делает на лошади. Здесь мы его уже не должны отпускать. Задоджил змейки. Ты видишь, какой он манс-налетчик просто? Я просто так лавировал просто между деревьями. Лево-право, лево-право. Боже. Чувачок кинул, блядь, снайпера. Какой же skilled play. Еще и ульту нажал, снизу помог. Бы все равно не выжил, но неважно. Я как бы максимум сделал для себя. Что там до доминатора остается? 40 голдишки и все. Короче, почему доминатор, да, я уже объяснил, и в любом случае это супер приятно. Знаешь, какой самый лучший крип для убийства пачек? Ну-ка, мысли твои. Ну, может, Урса красная. Урса неплох, да. Но самым лучшим считается, короче, тролль, который может призывать скелетонов. Ну, там со Потому стаком, что там... вижу, что больше стакаешь, больше урона у скелетонов. Ну, ты их можешь несколько пачек призывать, да. Все, домик есть. Доминатор систем. Не знаю, тут мог... Ну, хотя ладно, там убивают моих пацанчиков. ТПшки не... Да, не пойду так нас ТПшки. Котла ТПшки нет, но они там снизу завлекаются. По-моему, все равно как... Они какие-то злые, посмотри на них. Куда они лезут просто. Как спрятался снайпер, боже, профессионал. Жаль, не пошла. Жаль, не пошла возня, да. Но тут вот не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Если был бы, кстати,
в двойку мой второй спел. Возможно бы Рубика... Ой, не Рубика этого. Вивера здесь убил. Но это не факт. Это не факт. Это неприятная смерть, но в любом случае ничего не решает. На ЗУТБ все хорошо. Мид Андерлорд нас вообще никак не беспокоит. Я сейчас, короче, просто должен попросить снайпера. Может, я это уже говорил, я не помню. Но, видимо, нет, раз он туда тпшится. Чтобы он съебался с моего лайна, пошел помогать тиммейтам. Я бы уже начал дальше просто соло качаться. По сути, если я сейчас сам не ошибаюсь, типа, и не вхожу слишком глубоко, меня не убить. Просто impossible. Ну, учитывая, что у меня всегда ультимейт еще есть на это дело. Все, воруем Крипсона. И пошла возня. Кстати, вот как раз-таки та самая ситуация, про которую я говорил, что вот сейчас мне в идеале просто героям уйти вот на эти два компа и их фармить. Чисто тушкой своей. А вот именно крипом, который с домика, выводить на лайны и так аккуратненько ломать лица. Есть, кстати, супер гигафишка. Ну, понятное дело, что можно не здесь. Да, сейчас, да, ты тоже не видишь, но не важно. Можно не здесь, короче, крипов убивать доминаторным. Можно поглубже заходить. Вот здесь вот пачку разбивать. А в идеале вообще выйти вот сюда, между Т2 и Т3. И вот в этих вот зонах Крипсоном просто скипать пачки. И если туда даже кто-то придет из вражеских героев, все равно они потратят много времени. Ну, им это невыгодно, короче. Знал Богдан, что сейчас недавно сделали такую... Ну, как недавно? Уже давно. Патчи-то, блядь, все нет и нет. Но, в общем, что когда твой крип доминаторный получает урон... Сейчас тут жесткий выход. Когда твой крип доминаторный получает урон, сам доминатор уходит на КД, чтобы ты не мог другого в это время завербовать к себе. Раньше такого не было. Насколько раньше, я не знаю. Ну, в прошлом патче, видимо. Я как бы тоже, да, тут супер, конечно, эксперт в этом плане. Раз в месяц в доту захожу. Но вроде, я тут немножко так почекиваю инфу. По чуть-чуть. Пишут, что это один из самых длительных патчей за последнее время. Пока что он топ-2 позицию занимает. Ну, по редкости выхода нового контента. Ну все, Вивер меня просто вообще уже не пробивает. Он сам себе больше лицо сносит, чем меня дамажит. Ну и второй шмоткой тут пайпу собираю. Потому что есть Рубен, есть Андерлорд, есть Леон. Так у них вообще урона не будет. И если у меня получается собрать пайпу достаточно быстро, а это у меня действительно так и получится, можно просто идти и ломать им стороны. Напрягаем Вивероса немножко, просто его кошмарим, чтобы он не чувствовал себя вальяжно. Не знаю, зачем он пытается меня бить. На его месте я бы таким делом вообще не занимался неблагодарным. Тут главное не спешить, короче. Главное не спешить, потому что можно почувствовать себя вообще суперсильным, но это не так. Суперсильным ты становишься, когда у тебя вот пайпа появляется. Так только вместе с командой идти. Но сейчас что-то будет, походу. Сейчас что-то, походу, будет. Станчик раз. Заморозочка. Найс контроль, Крип идет. Таврик. Да, я специально его поставил, чтобы ульту Вивера видел. Поддоджить. Я просто видел, немножечко не успел в моменте. Не хватило мне микрушки, но вот поставил я его идеально, прям как и планировал. Это было сыграно умом. Видел, план был хорош. Я хотел специально дождаться ульты Вивера и поставить его кентавриком. Призывным. Так, ну здесь умирает вражеский мидер, просто чисто булочка прилетела. Я не знаю, на что они рассчитывали. Все, и Продал 14 на 10. Да. Второй на Торскарт, он имеется, просто стоял, бил крипов, ничем особо другим не занимался. Но, как говорится, где минусы? Можно было бы сорвать Урсу, но им сейчас хпшка не реенится. То есть он был бы уже покоцанный, а нам это невыгодно. Ну и все. Можно просто вместе с Тимкой ломать башни, особенно когда у тебя Джакира стоит на твоем лайне. Жесткий прочек, что там происходит снизу. Поняли, что у ТБ все в порядке. Я вот не знаю, как там так много у Легионки, на самом-то деле. 5700 на Творс. Тоже здесь где-то качается. Оу, май, это нам. Сейчас, короче, какие вообще тройки метают? Это Кентувр, это Акс. А больше-то я, кстати, вот и не знаю, что прям такое метаю. Но я видел, что у Легионки неплохой винрейт. Но герой не то чтобы сильный. Я люблю за нее поигрывать, да, бывает дело. Но когда, знаешь, когда я пикаю Легионку, я не то чтобы уверен в гарантированной победе. Такого прямо нет. А, ну Тимбер, точно, как я мог забыть про Тимбера. Ты же у нас вообще тоже любитель консервной банки.
Ну, ничто не лучше, чем Урса. Урса 3 это, ну, блин, ее надо аккуратно пикать. Не прям как ты вот сейчас делаешь каждую катку. Тут Диден, короче, мне вчера, ну, или не вчера, на днях, говорил, что сейчас в туриках мета пикать на первые какие-то вот именно позиции. Ну, то есть первым пиком, в общем, выбирать себе какую-то тройку именно, потому что вот они прям слишком сильные. То есть, условно, вот банишь Урсу и пикаешь Тимбера. Все. Прям гаранта можно так делать. Не вижу минусов. Невидимость. Я знаю, Богдан, что ты хочешь увидеть. Жесткой суеты. И она сейчас начнется. Вот еще вот буквально чуть-чуть мне появляется пайп блинк, и там прям вообще пойдет полный разнос. Опа, вражеские стаки. Ну, короче, в любом случае, вот когда ты играешь с пассивкой, да, видишь, у меня замакшена на в4. Ну, я просто подхожу в пачку крипов, они сами от меня умирают. Это... И Кентавр — это супер медитативный, короче, персонаж. Ты вот просто ходишь, автоатакой всех бьешь, под ультимейтом, я не знаю, раз вот сколько, 2 минуты, да, там нажимаешь его. Раз 140 секунд. Раз в 100 секунд нажимаешь ультимейт на первом левеле, и все, и просто чилишь. Все, кнопку нажал, у тебя команда просто вбурилась в одного противника, вот такой топорный у тебя геймплей. Просто W и все. Вот этот Леон сейчас такая заноза, вот просто пиздец. Вот смотри, вот немножечко он недобитый, с одной стороны оставлять его не хочется, и бежать за ним не хочется. Но вот раз ты побежал, то уже надо до конца его давить. Но вот так вот он много времени сейчас заберет, это просто капец. Кодл потратил на него телепорт, я потратил на него свои километры копытами нахоженные. Стакаем профессионально. Энчантов. Бум. Жестко убиваем Крипсона. Доминатор Прикольный посидит. шардик, кстати. Кто посидит? Доминатор посидит, доминатор посидит. Так а чё, кого у меня есть? Вот сейчас вот подойду к пачечке, сделаю свое дело. Во, вот он. Как он, кстати, называется-то правильно? Тролль-некромант. Йоу. Все, видишь, призываются вот эти вот скелетосы. Чисто обобусы. И пошли. И пошли по лайну. Ну, понятно, в идеале лучше его не сливать по какого-то андерлорда. И я могу прям вообще совершенно спокойно сейчас уйти, допустим, наверх, профармить им всю вражескую часть вот мапы по компам. А именно вот этим некромантом пойти по лайну и его пылесосить. Кстати, а почему я не могу рисовать на мапе? Прямо сейчас во время просмотра. Как это мне нужно сделать? Не шаришь? Я вот не знаю. Ладно, я вернулся на себя. Через контрол не получается. Тут вообще что-то озверел Андерлорд. Прям вот просто озверел. 13-го левела, невероятно жирный, невероятно вкусный килл. Куда он идет? Я вот, кстати, даже сейчас не понял, кого свапнул, да, терроролла. Я в моменте в игре прям вот вспоминаю, что, типа, куда ты нажал, чё, зачем? И сейчас я тоже вот что-то не смог уследить его логику. У него было хп столько же, сколько у Андерлорда, я так понимаю, да, и он просто ничего не изменил по факту. Странный тип. Это было рассчитано. Но жаль, ТП на 3 раза дольше, чем на башне. Ну это да. Это есть момент. Кстати, в доте же до сих пор вот эта механика отвратительно работает. Что, допустим, ты когда нажимаешь какую-то кнопку, да, условно, если ты не можешь прямо сразу вот выполнить действие, у тебя персонаж будет действие выполнять чуть попозже. Ладно, сейчас файт закончится, расскажу. Я не знаю, тебя просто на кентавре никто не бьет. Сам ты невероятно жирный, нажимаешь ультимейт и просто, сука, всех топчешь. Я еще помню, было приятно играть за кентавра, когда у него стан был, ну, прерывал его движение, а сейчас же ты, ну, сколько там, патча 2, наверное, назад, да, добавили, что ты можешь в момент движения нажимать свой первый спелл. И вот когда эта фишка появилась, боже, это настолько невероятно приятно стало, что просто шок-контент. А вот. Так вот, что я говорил? Механика, да. Ты нажал какое-то действие, если ты сразу его не можешь выполнить, тебе персонаж его будет, ну, как бы, допустим, дойти до точки и потом выполнять это действие. Вот. Если ты нажимаешь, условно, кнопочку стана, во время анимации тебя станет, после того, как ты выйдешь из-за контроля, твой персонаж все равно нажмет стан. И отмена стана, пока ты под станом, действовать не будет. То есть ты можешь отменить свое действие только если твой персонаж в этот момент не подконтролен. Я не знаю, что это за бред, нафига он такой вот до сих пор реализован. И это может супер неприятно работать с какими-то микростанами, там по типу, например, Кеза условного и так далее. Все, мне летит, короче, заветный блинк. Я вот решили подфидонить пацанчики немножко. Снова этот дед
умирает. Сколько у него смертей уже? Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Это баланс. 6 смертей уже у чела. Тахабат, никнейм. Легенда. 162 звания лучшего. 15 ранг охотника. Он вообще в доту не играет, походу. Ладно. Ну, там Леон такой же. 12 левел. В этот раз забалансила. Опа, видишь? А у меня тут уже Крипсон берет и пачку скипает. Я спокойно из этого сломал снизу тавер. Ну, я бы и так сломал спокойно, тем не менее. Сейчас помню вот этот мемный момент, короче. Он на леге почему-то начинает чейзить моего некроманта-тролля. Я его сначала пытался уводить, такой думаю, бояться мне легу или не бояться. Ну, навряд ли же он здесь один, правильно? Ну, навряд ли он здесь один. Но, с другой стороны, понимаю, окей, а где у тиммейты тогда? Почему меня до сих пор не убили? Короче, максимально какая-то вообще происходит странная ситуация. Я просто подхожу, топаю, вижу Рубика. Уже вынужден нажимать ультимейт и просто сваливаю. Короче, я не знаю. Я не знаю, почему он на леге так уверенно чейзил моего этого Крипсона, когда у него за спиной команды-то по сути и не было. Шел вперед себе. Походу, прочитал меня, действительно. Стаки за кентавра тоже невероятно приятно фармить. Просто подошел и все, они умирают. Ну, это вот как Акс, только немножко по-другому. Пытаюсь свою команду, короче, на шарт какой-то забайтить. Хочу, чтобы мы его забрали. Опа, выход на меня. Но они еще не знают, кто здесь охотник, кто здесь настоящий, сука, лось. Шишулей кинул Лось. орешек, чтобы подзамедлить пасанчиков. Бегу дальше, чейжу. Проверяю, чтобы у Шишули там откатывалась кнопочка. Леон решил пососать перед смертью. Ты знал, что кальмары, вот когда вот они умирают, пытался дальше кого-то поймать, но у них, сука, 2 блинка. Блинка тим. Короче, вот кальмары, когда умирают, они вот в момент перед смертью, буквально вот там за несколько секунд, если не понимают, что все, конец им настает, они, короче, спермой стреляют вокруг себя во все стороны, чтобы случайно был микрошанс там оплодотворить какую-то самочку кальмара, которая рядом типа проплывает. Вот представь себе, ты кальмар, да? Тебя убивают. Ну каков шанс, что кто-то с тебя залетит в это время? Ведь в момент твоего убийства, наверное, какая-то опасность рядом, правильно? Но вот кальмары так не считают. Они хотят все от этой жизни брать. Все шансы, короче. У меня невероятные истории. Че сполна? Надо жить сполна, не тратить секунды. Даже в мусор не выкидывать ни одной. Все так, все так. У меня, кстати, в моменте был топ-нетворк с карты, как оказалось, только что. Тут я тоже не понял прикола легионки. Короче, видимо, чилы вообще не понимают, как по карте можно муваться. То, что мы только что все были снизу. И вот типа то, что мы в гейт зашли, ну это прям вот вообще не читалось, да, вот вообще никак. Учитывая, что сейчас 21-я там минута, шардик появился. Как будто пацанчики против меня вообще решили не думать, как играть в эту игру. А Шишули-то снизу работает, боже. Все нарабатывает мне голдишку дополнительную. В общем, я уже мог гораздо раньше купить себе шард. Ну, я не знаю, надежды на то, что он не выпадет, как будто бы 0%, да, и шансы. Но я все равно решил прикарманить. Вдруг там это как-то вот в какой-то параллельной вселенной будет так, что себе все уже шарды купили, допустим, и только я остался. Хотя, конечно, можно было купить гораздо раньше его, да? Еще снизу там во время файта. Легенде нашей лучшей достается награда. А что у него шар делает? Это гранатка, да, ему или что? Да, гранатка. Да, гранатка. Yes, гранатка. Тахабат, Гранатка, да. гранатометчик. Никаких лишних мыслей в этот момент не возникает. Кстати, знаешь, еще один раз видел? Против меня играл кентавр, который себе самой первой шмоткой, вот самой первой, допустим, у него был брейсер, окей, а вторая шмотка, это сразу тараска пошла, условно. На какой-нибудь там, ну я хз, 15-й там минуте у него появилась тараска просто в инвентаре. И по факту это прикольно. Может реально взять себе тоже? Подожди, а где я? Че, я как-то топнул? А, мне блинк, наверное, сбили, да, я топнул. Флексово. Или что, или у меня камера сбилась. Ладно, не важно. Так вот, короче, тараска первой шмоткой на кентавра как будто бы звучит хайпово, не? Бля, я снова в землю топаю, что происходит? Имба. Это я злой просто. Забодать всех, блядь. Я не знаю. Вот в такой катке, когда тебя просто не остановить, одно блаженство играть на кентавре. Короче, шард на кента вообще невероятная вкусняшка. Каждый раз, когда ты вот дабл-эйджем в кого-то кастуешь, тебе доп-сила появляется. Ты еще и передвижение замедляешь. Йоу. Супер кайф. Плюс талант на 25-м левеле, по-моему, у кентаврика. Да, ритейл становится аурой, или как там? Риталиатием. Короче, пассивка твоя, которая урон возвращает, становится аурной. И все там, по-моему, крипы, герои, все имеют эффект вот этой возвратки.
И, соответственно, это прям вообще пиздец много депаса дает, если говорить в рамках там файта или, там, допустим, чтобы пушить. Ты просто можешь на кентавре встать под Т4, и они сами себе сломают все хитпоинты. Тебе просто даже бить их не надо, стоишь на месте и все. Пошла возня. Забираем Рошексона. Да, все, на себя классно. Кто-то там пытался убить мою курочку. Леон, по-моему. Пытаюсь курочку спасать. Чисто сплав по воде устроил, смотри, курица. Видишь, куда она улетела уже? Вот она. Бежит там на севере. Легенда. Да. Мы своих не бросаем. Очередной пытающийся, не знаю, Underlord что-то сделать, прилетает просто к нам. Актеры, не актеры, я не знаю, мне без разницы. Я играю, мне кайфово. Незатаймило бывает. Ну вот смотри, допустим, я дважды нажал Double H, у меня 3700 хп. 3700 хп. Как эту тушу остановить? Это просто бульдозер, который летит во врагов. Просто вот неостановимый. Ну и еще, учитывая, что я вот себе пайпу собрал. Сейчас я вот собираю шиву, чтобы был... Чтобы доп депас был. Магический. От моей тимы. Эх. Не-не, мы таких не отпускаем. Оунэйдж. Вот если бы я играл на ТБ всегда вот такие катки, у меня был бы винрейт 100%. Чел просто качается 25 минут, ему вообще никто не мешает. Просто фул 25 минут качу у Террорблейда. Приятно? Приятно. Потом придет и, не знаю, сломает им базу на 30-й минуте. Чисто иллюзиями. И все довольны. Да. Кстати, Особенно, собирает бабочку? когда ты играешь на ТБ, ты играешь на ТБ и проигрываешь. Но у меня же сначала был почему-то винстрик за Террорблейда 7 игр. Примерно такие же, кстати. Чисто лес долбил и все. А потом актеры. почему-то 5 раз подряд проиграл за Террорблейда. Вот не знаю, как так было. Сначала умею играть, а потом не умею. Ну да, прекратил актерам платить и все. Вот так вот. На Австралии регает, сидит, кайфует. Ну, типа того, да. Типа того. Блин, как узнать, сколько конкретно вышка получает ответного урона от меня, от пассивки? О, актеры на Леге и Медаке. Ты посмотри. То есть это не шутки. Мистер Хэппи Пенсил. Он что-то знает, походу. Ну, походу, Его не что-то взяли в знает. долю. Ну, обидно, обидно. Да, блин. Снова камера была не на мне, я там затоптал чисто Леона. Чисто Леон. Давай, кстати, пересмотрим. Открой вот эту вот штучку. На 20 секунд назад мотни. Чисто на 20 секунд назад. Я хочу видеть, как я его стер. Ну, короче, в любом случае, нажми дважды на 10 секунд назад. Я нажал его. Все, отлично. Да, вот просто с ульты его переехал. Закатал в асфальт. Ну, у Леона 5400 на торсе. На 26-й минуте, блин, капец. Вот как такие игры, я не знаю, выигрывать противникам? С медовым Андерлордом. Боже, я просто не даю им шансов. Просто не даю. Невероятная вкусняшка. Вот хочешь выигрывать катки, короче, бери кентавры, бери акса в тройку и все. Даже думать не надо. Пошел, переехал противничка. 4300 хитпоинтов под 3 стаками Double Age. Найс. Му. Проникся персонажем, вошел в роль, короче. Ну, как тебе такая котеечка? 28-минутная. Давай, будешь заключение ты нам выдавать. Выводы, итоги. Так. Уже выдать базу. Давай, выдавай. Ну, во-первых, Му не подходит, потому что кентавр все-таки это кентавр. Это человека-конь, Допустим. а не корова. Во-вторых, конечно же, просто лежачий в бардачке доминатор с 3 крипами за игру. В смысле? А сколько? Ну, так они же не Ладно, умирали. 4. Ладно. Тебе же главное не количество прирученных крипов, а сколько они импакта тебе выдали. Сколько ты там лайнов скипнул и так далее. Так-то они рабочие были. Сейчас посмотрим еще на статистику. Ну, это я уже чисто на видосе, да, отображу. Ну, блин, а если не му, ну а что мне писать? Вот что мне писать, если не му? Иго-го. Иго-го, да, точно. Какой был, я не знаю, клич боевой вот в той же Игре Престолов? Там у них что-то было?
Боже, лучший игрок. Вообще нет. Лучший игрок. Топорный вопрос. Кентавр отвечает. Легенда. Ну, каточка такая. Ну, как обычно, Релакс. саппорты выиграли игру. Да, особенно снайпер 2.6-23. На лайне вообще полезно было. Пожалуйста, парень просто сделал тебе гейм. Так, Уроныч у нас топ-2 команды. Ну, котла передамажить, когда игра не настолько длительная, конечно, сложновато. Противничков, да. Ну, я не знаю, у них вообще не было шансов, как будто бы. В принципе, изначально. Слишком они тонкие, и как будто бы депаса на меня у них не хватало вообще. Учитывая, что у меня еще и пайпа. Как будто бы без шансов. Ну, такой вот видос жесткий. Let's go. Всем удачи, всем ББшно. На сегодня всем пока.